Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 30 января. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Позволим даже картам раскрыть последовательность событий и чем нам придется заниматься с 20 по 30 января. Уже первый месяц года подходит к концу. Время просто мчится. Вот давайте 3 знака судьбы. Возможно, это сфера жизни, в которой вам придется принимать важные решения. Ну, или какие-то более мелкие вопросы, вопросы денег, вот и вопросы дома нам как будто. Может быть, все устроится на взаимодействии, дверей закрытых нет. И оставлю я этот символ, этот знак судьбы, как будто в вашей власти сейчас очень многое. Может быть, я не исключаю, тема именно заработков у вас превалирует. Или наоборот, вы хотите что-то по жилью. Ну, в конечном итоге мы тоже можем свести как бы к финансам. Но так закрытых дверей нет. Это вам, видимо, быть более внимательным, мои дорогие овны. Кому вы эти двери открываете? Вот так и хочется сказать. Сохранять свое благополучие, потому что девятка, она где-то говорит о том, что что-то будет меняться. Вибрирующее число. Ладно, 3 знака судьбы. Четвертый у нас сам перевернулся, да? Потоковая информация, что вам нужно услышать, важно знать. И дополним колодой Таро. Давайте достанем первую карту, это как ключевое событие. Ну или мы говорим, что идет в вашу жизнь, на ваш порог. Ну, может быть, и кто, кто знает, правда? С чем или с кем вот эти важные события могут быть связаны. Следующая карта – неожиданности возможные в последнюю декаду января с 20 по 30. И в чем ваша фортуна, в чем вам повезет, как, может быть, даже сложную ситуацию, да, что будет помогать перевернуть так, чтобы вы остались довольны. И по основным сферам жизни с 20 по 30 января первое – это нас что ждет? В сфере любви, личной жизни, может быть, вопросы дома, сюда же мы можем где-то уместить в эту карту, да? И что ждет у вас в сфере финансов? Что ждет в сфере ваших достижений? У кого-то работа, у кого-то учеба. Ну, может быть, и так ваши планы, что вы планировать будете до конца месяца, может быть, успеть. Итак, первый знак судьбы. Король кубков. Ну да, с одной стороны, часто именно по персональным картам двора кубковым говорят о наших близких, вопросы семьи, может быть, это взаимосвязь и дети, и родственники, и само жилище. По этой карте и ожидания отчасти. Вот именно в этой колоде чаще королева кубков об ожидании говорит, но в этой колоде вот у нас могучий русал, он не совсем может быть ожидание, но тут какое-то воспоминание явно присутствует. Словно вернуться назад есть какое-то сожаление. Но дверей закрытых нет. Может быть, это у кого-то из вас связана история с человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион или имеет там асцендент. Что это означает? Здесь могут быть какие-то новости конкретно от человека, правда? Может быть, это кто-то из родственников. Или, вот как я сказала, у кого-то совпадает, может быть, именно с гороскопом, или это тот человек, которого вы знали. Вы явно с ним когда-то, ну, либо какие-то контакты, взаимосвязь имели. Может быть, это вот вы получаете сведения о каком-то человеке, о той персоне, которую вы долгое время знали. И рядом карта башни. Наверное, вы об этом человеке. Может быть, вот какая-то метаморфоза, когда, ну, шокирует нас это свидетельство. Восьмерка мечей. Мы словно можем оказаться, знаете, ну, или даже на перепутье, или когда мы не знаем, что, как такое могло случиться, как вообще такое могло произойти, или что нам теперь делать, да. Вот что-то тут такое может стать какая-то задача, которая связана именно с вашим окружением. Либо это какая-то история отчасти с домом. Ну вот как-то, а что это такое, правда? Пятерка жезлов. Как будто, ну, какую-то новость, мои дорогие, вам нужно принять спокойно. Тут вы явно что-то слышите. Вообще, честно говоря, планетарно для вас очень добрый период. Причем спокойный. Спокойный, потому что, ну, нет тут той синкопы или какой-то помехи для вас, вот лично для вас.
Но, может быть, новости, но это лишь новость. Она и переворачивает ваше восприятие или где-то оказывает влияние на вашу работу, на ваши планы. Но лично-то вот как будто вам куда-то торопиться-то и не надо. Вроде как, смотрите, башня, да? Или не брать что-то на энтузиазме. По аркану башня, с одной стороны, идет, к примеру, такое значение, когда мы должны успеть выбежать, да, вот из этой горящей башни. И башня ведь это прообраз вообще-то тюрьмы, первые карты Таро. Это та тюрьма или какие-то застенки, ну, вообще башня это еще и система какая-то, да, система иерархии. Может быть, это по работе у кого-то такая ситуация. Что-то на работе меняется, да, и буквально, может быть, человек уходит, руководитель уходит, кто-то увольняется, может быть, из ваших единомышленников или, ну, как друзья, да, коллеги, с которыми, или коллега, с которым был более такой тесный контакт, но вы-то как будто тут ничего не сделаете, понимаете? Вот я больше вижу так. Человек какой-то ищет выход, и я не могу сказать, что вы тут чем-то ему можете помочь, как-то так. А что это? Вы знаете, все-таки вам придется договариваться. Я скажу так. Тут, скорее всего, вот все эти карты, которые мы достали, ну, по крайней мере, я так вижу. Все то, что я говорила до этого, я тоже не отменяю, потому что хоть и смотрит один знак зодиака, а тем не менее судьба разная. Вот здесь вас кто-то может пытаться даже и либо в конфликт втянуть, либо наоборот вас могут пытаться, ну вот словно заворожить какой-то новостью и ожидать от вас участия. Аркан силы – это вам нужно быть дипломатом, может быть, и увильнуть от какого-то спорного вопроса или куда-то вот как не включаться. Может быть, даже буквально не отправляться. Вы потеряете время, силу, более того, вы потом себе спасибо не скажете. Вам, наоборот, как будто это даже может помешать. И вот приготовьтесь, может быть, предупрежден, вооружен, к тому, что люди себя могут вести несколько странно, но даже если вы воспринимаете как личную какую-то утрату или личное какое-то разочарование, да, даже в вопросах работы, что вот, ну, сожалеете. Ну, правда, такое бывает. Но для вас-то карта сила. Вам нужно сейчас именно держать баланс и думать о себе. Вот буквально так. Ладно, давайте второй знак судьбы. Может быть, и карта мага говорит, что вокруг вас могут быть манипуляторы. Давайте так скажем. Или будут те люди, которые вам никогда не скажут правду до конца. Но подначивать могут. Или, как знаете, создавать какую-то ненужную возню, еще что-то. Но мы точно так же можем говорить о том, что и у вас сильная позиция. Я могу допустить, что может быть история личная, когда была, может быть, и ссора, да, с каким-то конкретным человеком. Может быть, у кого-то это прежние отношения, и тут вы получаете о знакомом человеке, а может быть, о близком человеке когда-то, да, экс-супруга там или супруг, ну, или кто-то из родственников. Вы тоже можете получить какое-то известие. Может быть, прежде даже у вас не очень просто гладко складывались отношения, и тут двояко. Для кого-то вам придется именно быть этим дипломатом, чтобы сгладить какие-то острые углы и не быть втянутым в какое-то дело, куда вам как будто не надо. Но и вы-то тоже достаточно ресурсны, потому что тут как будто люди на равных. Помните, вот я с первой картой, наверное, что нужно себя сохранять. И у вас достаточно. И интуиция, кстати, у вас будет работать великолепно в эту декаду. Но, стало быть, и какой бы сложности ни был вопрос, первый вопрос, который себе нужно задать, а мне это лично нужно, или для меня это чем может закончиться, завершиться, что я в конечном итоге получу, потому что пятерка жезлов нам также иногда свидетельствует об информационном хаосе. Может быть, это построенная информация на восприятии человека. Вот он видит так, но он пытается доказать всему миру. Он настаивает. Вот что-то такое ведь тоже может быть. И нам говорят, ты тут нет, найди как будто более достоверную, как минимум, информацию. И даже возможно, что кто-то из вас найдет эту информацию и будет видеть, что, нет, истина, она где-то рядом. Давайте еще один знак судьбы. Вы знаете, тут какая-то игра идет определенно, потому что по тройке мечей тут, с одной стороны, это может быть такой жизненный экзамен, когда опять же те люди или какие-то ситуации, которые вы переживали, или они вам
знакомы или отдаленно вот напоминают какое-то дежавю. Вот это может произойти на этой декаде. И тут самое главное, ведь эта карта, знаете, здорового равнодушия. В принципе, вот все то, что я говорила, где-то означает здоровое равнодушие и контроль, проверка информации. И не включение в какие-то задачи. Берегите себя, мои дорогие. Потому что тут именно что-то очень хорошо знакомое. Может быть, или тема, или человек, или ваш метод. Может быть, это кто-то даже, я допускаю, из прошлого возвращается, но пытается вот именно так с вами взаимодействовать, как когда-то прежде. По тройке мечей мы уже сделали какие-то выводы, поэтому не нужно пытаться, с одной стороны, в этот период брать, ну и вообще, наверное, в этот период, в этом году даже, я бы сказала, если нам судьба возвращает какую-то историю, но не вы это инициировали, а это происходит спонтанно или это связано с конкретным человеком, или с каким-то документом, или с какой-то историей, да, и то нужно подумать. А сказать так, что мы что-то одно бросили и переключились на другое дело, потому что там кому-то а, или выгодно, или просто нам так подали, информацию, какую-то тему, то однозначно нельзя. Ладно, давайте мы узнаем, так а что же там спешит на ваш порог? Время вот подводить уже, какие-то выводы делать, подводить, как демаркационную линию над этим прошлым. Что-то завершается. Может быть, это определенным образом завершается. И ведь тройка мечей, я сказала, карта здорового равнодушия. Тут, знаете, может зацепить вот именно по этой карте. Двери все открыты. У вас практически единственное, где закрыты двери, это вот эта сложная ситуация. Как будто они говорят: "Овен, тебе туда не надо". Или ты буквально, ты пробьешь, у тебя сил хватит. Сейчас как маханешь этой кувалдой, кладка рассыпется. Но то, что ты увидишь, явно тебя не обрадует. И поэтому тут нужно делать какие-то правильные выводы. И если что-то завершается, ну, может быть, кому-то сказать спасибо, что ты был, была, и на этом какую-то точку поставить. Что это такое, что завершается. Но для вас должна завершиться, я всегда говорю по семерке жезлов, это когда люди в нас заинтересованы. И все методы хороши. Любыми способами, да, пытаются достать буквально, чтобы мы либо согласились, либо мы в чем-то проучаствовали. А нам как раз совершенно не надо. И подавать это могут, видимо, по-разному. Кто-то будет подавать, что ах, все пропало, я не знаю, что делать, только с твоей помощью могу как-то тут выкарабкаться, а кто-то начнет петь дифирамбы. Тут вы можете столкнуться с человеком по рыцарю кубков, который даже несет хорошие, ну, знаете, как эмоции или что-то такое, что вас радует. Но по рыцарю кубков, если мы говорим об отношениях, это вовсе не те люди и отношения по этой карте. Не факт, что будет продолжаться долго. То есть это, в принципе, тому, чему преждевременно доверять или строить какие-то грандиозные замыслы и планы. Поэтому, вы знаете, вот, наверное, но эта карта, она всячески положительно будет, когда мы действительно понимаем, чего мы не хотим, ни чтобы это еще раз повторилось, ни какого-то участия. Вам как будто легче будет, вдохновения больше. Ну вот примите это к сведению. Неожиданности. В неожиданностях какие-то задержки могут быть, а вообще в неожиданностях спокойное течение жизни. Как будто нужно все сохранять и продолжать ухаживать за тем, что вам дорого. Буквально ухаживать, потому что по семерке пентаклей мы ждем, когда пентакли созреют и упадут к нашим ногам. Ну, это карта, да, такая. И нам говорят, что, может быть, еще рано, не пришло время сбора урожая. Нам нужно еще поухаживать за этими рослинами, да, за этими деревьями, кустами, пока вот уже этот виноград или пентакли у нас созреют. Поэтому куда-то тут не торопитесь. Тут нет неожиданностей как таковых для вас, мои дорогие. Но, может быть, для вас неожиданностью, что драйв какой-то исчезает. Нам снова вот все то, что я говорила. Разные люди, разные события. Но, видимо, будьте таким, знаете, философом жизни, которые понимают, что, ну, не во всех вопросах мне нужно участвовать, и далеко не все я могу изменить. Вот у вас сейчас сохранять себя основная задача, и буквально, может быть, и деньги. И я не могу сказать, что
вы денежно куда-то вкладываетесь. Может быть, кто-то у вас даже будет просить помощи, но тут тогда тоже аккуратно, мои дорогие, потому что больше все карты нам говорят как и о самосохранении, ну, наверное, финансы тоже сохранение. В чем ваша фортуна? Она фортуна и есть карта Солнца. У вас впереди какие-то грандиозные планы, а может быть, у судьбы на вас грандиозные планы. И мы поступим крайне опрометчиво, если мы включимся в какую-то тему или нас словно кто-то вот подкупает, да, и неважно, мыслью, идеей, чем там еще, потому что ведь это тоже карта эго. Поэтому вот если как-то кому-то захочется поиграть с вашим эго, такое бывает в жизни каждого человека, даже в жизни сильных людей, да, потому что, ну, мы люди, мы где-то ослабеваем, когда сталкиваемся с тем, если вы, допустим, сложную ситуацию умеете держать, тут Овен, это точно, в этом вы сильны, вы воины. А вот мы можем несколько подраскиснуть, когда нам тут как будто ослабляют наше внимание. Но помните, мои дорогие овны, у вас на кону ваше солнце. У вас какая-то миссия, можно сказать, на 6-8 месяцев. Но, видимо, есть какие-то помехи в виде новостей, людей, событий, которые вам могут помешать. А вам как будто не стоит даже в это ввязываться. Не спешите, это факт. Личная жизнь. Но по двойке пентаклей, скорее всего, все, как оно было до этого периода, тут ничего не меняется. Взаимодействие. Но опять же баланс, он присутствует. Как будто наш герой не то что жонглер, да, ему, может быть, и приходится где-то, ну, так вот не упустить этот пентакль, то есть правильные какие-то разговоры, темы, не включиться эмоционально. Но наш еще герой и на качелях даже пытается двойной какой-то баланс держать. Может быть, не тратить много денег. Все-таки эта карта говорит о том, что мы сохраняем. Как будто самые необходимые траты по этой карте. Потому как деньги потом тебе понадобятся. Вот есть и такой момент. Но, в принципе, на личную жизнь. Здесь могут, знаете, быть такие моменты, когда нам, возможно, придется спонтанно куда-то поехать. Это будет касаться личного вопроса. И тогда ехать надо, чтобы увидеть, но не для того, чтобы кому-то помогать. А вот нет, тут надо с чем-то разобраться. Больше эта карта говорит, что мы пробуем что-то. Вполне вероятно, точно так же эта карта будет свидетельствовать, что кто-то будет делать первые шаги в работе на дому, как бы работе на самого себя, как в дополнительном доходе. И тогда карта показывает, что вы можете быть погружены вот именно в эту тему. Э, Карта также подсказывает о том, что если ты сейчас этот период как-то так спокойно пройдешь, сумеешь сохранить то, что тебе дорого, близко, любимо, сумеешь сохранить и финансы тоже. И явно, Овен, ты потом себе скажешь спасибо. Может быть, и не включиться в какие-то темы, куда вот вам не надо. Финансы. Финансы, вот нам, опять же, теперь понятно почему. Может быть, в последующем. Или вы ожидаете именно с 20 по 30 приход денег, а они, конечно, могут задержаться. И причем это будет с какими-то внешними обстоятельствами, на которые вы не можете влиять. Может быть, где-то на начало уже даже этого периода карты готовят вас, чтобы с деньгами был порядок. И ваши достижения. Здесь есть какая-то вот девятка мечей — это карта тоже искаженного восприятия. То есть нет, как и восьмерка мечей, да, мы чего-то не видим объективно. Вот и вы можете погрузиться в какую-то тему, в какое-то сообщение, информацию. Я об этом долго говорила в самом начале. И это вас может выбить из колеи. А что по факту? Ваши планы, ваши достижения, ваша работа. А нам говорят, уйди или с головой буквально какое-то обучение, или вообще это когда мы раскрываем свои таланты. Конечно, это у кого-то из вас просто получится, не получится, может быть и правда. Вы начинаете какую-то новую тему, или, может быть, дело известное, профессионализм у вас тоже есть. Но вот как какое-то ответвление от того профессионального опыта, и вот именно этим чем-то вы не занимались, поэтому могут быть такие мысли. Хотя нам карта говорит о том, что открой глаза. Тут уже нельзя сравнивать сегодняшнюю ситуацию с той, которая была когда-то. И мы учимся. Учимся, может быть, и как и методы какие-то новые, опять же, или как-то работать по-новому, или график, может быть, работы меняется.
и нам приходится тоже адаптироваться. Вот здесь адаптация идет какой-то внешней ситуации, и это тоже может быть такое своеобразное обучение. Восьмерка кубков. Вы знаете, часто мы по этой карте ищем выход, но мы его так или иначе находим. Конечно, меня смотрят разные люди, и для кого-то на кону таки поездка или переезд, или смена работы. Ну, смена графика точно может быть. Или, знаете, как на работе какие-то перемены. Или по тем вашим планам, намерениям, целям, пусть это документы, важные бумаги, какие-то встречи. Тут тоже может что-то переноситься, мои дорогие. Вот тоже такой момент. Поэтому не будьте, ну, знаете, как преднастроены уже на какую-то конкретную дату или на то, что вот именно в этих рамках и таким вот определенным каким-то образом вам, ну, как бы необходимо действовать, или вы там пусть даже кому-то пообещали. Вот тут даже если вы кому-то пообещали, а для вас, предположим, ну, как-то меняются условия, обстоятельства, будет не лишним именно сообщить человеку, что вы несколько вынуждены изменить свои планы, а не буквально там из последних сил биться. Понимаете, нет, вот, наверное, какова бы ни была проблема, вопрос или задача в эту декаду, отталкивайтесь от того, что полезно, что для вас по-доброму, что для вас может вот как бы помогать или служить прогрессу, а что, увы, нет. Или наоборот, вас еще введет, вот тут по помощи, кстати, тоже. Вы кому-то начнете помогать, и потом сами можете оказаться вот в таком подвешенном состоянии, ведь это состояние жертвы вообще-то карта, или заложник. И у нас это сфера финансов, поэтому либо потратить больше, либо может и подписать какую-то бумагу, документ, беря на себя обязательства, а потом себе спасибо не сказать. Поэтому берегите себя. И явно что-то подобное когда-то, может быть, раньше в вашей жизни уже было. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Помните, солнце, вот это вас, и у вас сейчас все стабильно. Но может быть такая проверка судьбы, проверка на прочность. Не когда вы сами будете что-то делать, нет. А когда вы будете не воспринимать что-то эмоционально для начала, не давая себя вовлечь в те дела, вопросы, которые лично вам абсолютно не нужны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые овны. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.